Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 6 февраля, сегодня у нас с вами вторник. Обращаем ваше внимание, что сегодня очень важный день для многих людей, поэтому положите обязательно это на кухне, на достаток. Не забудьте сказать волшебные слова, это поможет вам привлечь достаток, привлечь деньги, изобилие и финансовое благополучие в вашу жизнь. Главное, девочки и мальчики, делайте это с открытым сердцем и верой в лучшее. Также обязательно просмотрите это видео до конца и узнайте, что же нас сегодня с вами ждет по лунному календарю. Итак, друзья, сегодня у нас с вами по лунному календарю 26-е лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что Луна у нас сегодня в знаке зодиака Стрелец и в 15 часов 8 минут по московскому времени переходит в знак зодиака Козерог. Что же этот день нам несет? Давайте вместе с вами разбираться. Итак, как вы знаете, знак зодиака Козерог ассоциируется у нас с вами с ответственностью, целеустремленностью и трудолюбием. И вот энергия этого знака зодиака сегодня людей будет вдохновлять к работе над собой и к достижению поставленных целей. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо завершать те или иные дела. Дело в том, что именно энергия этого дня будет способствовать завершению тех проектов, которые вы начали ранее. Также этот день подходит для разрешения всевозможных недоразумений и завершения деловых обязательств. Сегодня что-либо начинать новое точно не стоит. У нас сегодня с вами, друзья, последние дни убывающей Луны, и они достаточно сильно могут влиять на то, что вы хотите реализовать и сделать в будущем. Кроме того, этот день очень подходит для самоанализа, для планирования будущих ваших шагов. Также убывающая Луна в знаке зодиака Козерог способствует внутреннему очищению, и это очень важно понимать и осознавать. Поэтому, если сегодня в вашей жизни вы понимаете, что вы этого не хотите, или те люди, на которые вы раньше рассчитывали, они сегодня вас подвели, знайте, вам пора убирать из своей жизни таких людей, потому что кроме разочарований, боли и проблем, они ничего нового вам не принесут. Кроме того, знак зодиака Козерог придает людям целеустремленность, поэтому сегодня подходящий день для того, чтобы ставить амбициозные цели и планировать долгосрочные стратегии. Как вы видите, сегодня мы с вами занимаемся планированием. Обязательно берите листок бумаги и планируйте, вне зависимости, чем вы в жизни занимаетесь. Помните о том, что многое зависит от того, что вы хотите в жизни. Если вы думаете, что кто-то за вас это решит, сделает, осуществит, то вы ошибаетесь, потому что пока вы не знаете, чего вы хотите, как вы хотите достигнуть, то и другие люди также не знают. Кроме того, у нас с вами убывающая Луна, а это значит, что это может создавать в вашей жизни напряжение и стресс. Поэтому сегодня важно избегать конфликтов и стараться поддерживать эмоциональное равновесие, насколько это возможно. Также сегодня старайтесь избегать любых рискованных решений и лучше сосредоточьтесь на завершении текущих задач. Кроме того, очень важно, друзья, соблюдать баланс сегодня во всем и ответственность. Все это поможет вам извлечь максимальную пользу из этого прекрасного дня. Что же касательно здоровья, то обращаем ваше внимание, что у нас знак зодиака Козерога ассоциируется, с одной стороны, с ответственностью, а если мы говорим о нашем здоровье, то и о заботой о себе. Кроме того, убывающая Луна в знаке зодиака Козерог приглашает нас поддерживать усилия по улучшению нашего физического здоровья. Поэтому старайтесь в этот день сделать акцент на рациональном питании, на умеренных физических упражнениях. И не забывайте в вечернее время пораньше лечь отдыхать.
Также сегодня хорошо, благоприятный день для того, чтобы отказаться от каких-то вредных привычек, которые сказываются на вашем здоровье. Это у кого-то может быть курение, у кого-то чрезмерное употребление алкоголя. И в любом случае, что бы вы ни хотели, вы в сегодняшний день от этого с легкостью можете избавиться. Помните о том, что только вы сами для себя принимаете решение, готовы от этого отказаться или нет. Если вас все устраивает в жизни, и вы решили еще немножечко побыть с вредными привычками, это ваше право. Помните об этом, что и ваше тело, и ваше здоровье вы несете сами ответственность. А что же касательно еще каких-то советов, которые мы хотели дать сегодня касательно здоровья, то обращаем ваше внимание, что сегодня убывающая луна способствует естественному процессу детоксикации. Поэтому постарайтесь в этот день усилить прием воды, есть как можно больше фруктов, овощей, чтобы заставить и наше тело начало очищать свой организм от того, что им не нужно. Кроме того, обращаем ваше внимание, знак зодиака Козерог тесно связан с кожей и с волосами. Поэтому подумайте о процессах, которые помогут вам восстановить вашу кожу и укрепить волосы. Также заботьтесь о своем физическом здоровье, и это окажет вам положительное воздействие и на психическое благополучие. Кроме того, убывающая луна в Козероге способствует внутренней стойкости и уравновешению ваших эмоций. Поэтому, подводя итог касательно здоровья, хочется сказать, что сегодня старайтесь избавляться от негативных привычек, старайтесь избегать радикальных изменений в плане заботы о своем здоровье. Во всем должна быть постепенность. Постепенные шаги, умеренный подход, это будет все более эффективным в долгосрочной перспективе. Поэтому занимайтесь сегодня своим здоровьем, но во всем должна быть умеренность. Поэтому соблюдайте баланс и разумный подход для того, чтобы вы были в состоянии хорошего сбалансированности и чувствовали себя прекрасно. Если мы говорим о лунном календаре денег, то обращаем ваше внимание, что знак зодиака Козерог ассоциируется у нас с вами с деньгами, с ответственностью и трудолюбием. Поэтому этот день может быть благоприятным для тому, чтобы найти практические подходы к управлению деньгами. Стремление к организации финансовых обязательств может приносить вам положительные результаты. Не бойтесь себе признаться в том, что у вас есть долги, у вас есть кредиты, которые нужно отдавать. И сейчас очень хорошая фаза Луны для того, чтобы завершать любые финансовые обязательства. Также подумайте о том, какие у вас расходы, именно статья расходов, какой ваш бюджет. Постарайтесь проанализировать все это, и потому что это может сделать шаги только к улучшению. Опять же, все зависит только от вас. Поэтому занимайтесь сегодня планированием своего бюджета, потому что именно этот день благоприятен для создания бюджета, для учета расходов и определения приоритетов в ваших финансах. Кроме того, убывающая луна заставляет нас или открывает нам глаза для того, чтобы увидеть ненужные или невыгодные финансовые обязательства. Поэтому пересмотрите, пожалуйста, и примите необходимые меры. Кроме того, старайтесь в этот день обдуманно тратить деньги. То есть, если где-то что-то прочитали, что-то дешевле и так далее, возможно, это только иллюзия. И вы должны понимать о том, что с деньгами легко можно расстаться, а надо ли вам это здесь, конечно же, вам нужно взвесить все за и против. Кроме того, старайтесь сегодня избегать любых рискованных финансовых решений. Кроме того, будьте осмотрительны и будьте осторожны. Без этого в этот день, 6 февраля, просто никуда.
Вы знаете, на этот день, 6 февраля, выпала карта «Колесо фортуны». И эта карта символизирует нам как изменения, как кардинальные изменения в нашей судьбе и, возможно, в какой-то степени непредсказуемость. Поэтому мы все в жизни подвластны изменениям, и наша судьба может кардинально измениться в любой момент. И здесь нужно осознавать и понимать, насколько вы готовы к изменениям, потому что очень часто бывает так, люди говорят: ой, я хочу, чтобы в моей жизни произошло 1, 2, 3, 5, 10, и появляются обстоятельства, открываются возможности, люди, которые начинают говорить то, что человек, например, месяц назад еще хотел, человек боится этих изменений, потому что он не верит в себя, он не верит в свои силы, и это, знаете, как бы получается так, что человек ставит крест на тех возможностях, которые дают высшие силы и Вселенная. Кроме того, в этот день возможны неожиданные повороты событий. При этом они могут быть как положительными, так и негативными. И все это может влиять на вашу жизнь. Поэтому при любой ситуации старайтесь все видеть только в позитивном свете. Иногда это очень тяжело, но это нужно. Кроме того, сегодня будут появляться люди с вашего прошлого, которые будут любыми путями пытаться у вас одолжить деньги, одолжить у вас какие-то предметы или взять что-то у вас в долг. Ни в коем случае не давайте, не разрешайте, потому что это кармические ваши связи с прошлого, и вам их нужно обязательно разорвать. Как бы вам не было сложно, как бы вам не было тяжело, помните о том, что как только вы извлекаете урок, если вы правильно делаете выводы, вы тем самым можете избавиться не только от этого человека, но и пройти уроки, он больше в вашей жизни не будет повторяться. Кроме того, именно эта карта нам показывает, чтобы мы с вами открыли глаза на новые возможности. А новые возможности сегодня будут на каждом шагу, потому что этот день несет определенные события, и очень важно, чтобы вы открыли двери к новым перспективам, вы не боялись. Для этого вам нужно быть гибким. Это нужно быть готовым и гибким решением, и к изменениям в своих планах. И также, если вы будете гибки сегодня, это позволит вам и лучше адаптироваться к тем переменам, которые стучатся в вашу жизнь. Ищите сегодня и возможности, потому что сегодняшний день достаточно благоприятен для этого. Ну и, конечно же, будьте осторожны, потому что при встрече с неожиданными событиями вам важно сохранять здравый смысл и разум. Кроме того, хотим сегодня с вами поделиться советом от Архангела Михаила на этот день, 6 февраля. И это первый совет, который очень важный, пришел от Архангела Михаила, это преодоление трудностей. Дело в том, что высшие силы с вами, и если вы сегодня встречаете какие-то трудности, помните, что именно у вас есть сила преодолеть любые испытания, которые появляются в вашей жизни. Поддерживайте себя только на позитиве и только мыслите позитивно. Далее. Помните о том, что Архангел Михаил является символом защиты. И представляете, как его свет окружает вас, создавая невидимый щит. Эта защита может быть особенно полезной в тех будут сегодня ситуациях, где требуется внимание и осторожность. Также попросите Архангела Михаила сегодня о вдохновении. Позвольте, чтобы он дал вам мудрости и направил вас в принятие правильных решений, и вы приглашаете его в свою жизнь, чтобы он помог вам справиться с теми или иными именно вызовами этого дня. Поверьте, сегодня их будет достаточно. Кроме того, Архангел Михаил говорит о том, что сегодня очень важно сохранять баланс и использовать эту поддержку в сочетании с реальными действиями. И тогда сегодня для вас этот день пройдет достаточно благополучно и легко. Помните о том, что эти советы
советы, они даются неспроста. Если вы смотрите это видео, помните, это высшие силы направляют вас и пытаются вам показать вот те, возможно, изменения, на которые вам стоит обратить внимание. Никогда не игнорируйте то, что появляется в вашей жизни. Многие люди считают, что это все ерунда, что им это не нужно и так далее, и так далее. Но помните о том, что все в нашей жизни взаимосвязано и во всем есть баланс. Девочки и мальчики, как мы говорили в начале видео, хотим поделиться с вами практикой. Ввиду того, что сегодня очень важный день, Луна находится в таком вот замечательном знаке зодиака, поэтому сегодня купите яблоко. Это может быть, вы можете купить килограмм яблока или пару штук. Главное, чтобы оно было очень красивое, сочное, наливное. И обязательно, чтобы оно было красного цвета. Это очень важно. Далее, что мы делаем? Берем это яблочко, моем его хорошенько и кладем на наш обеденный стол. Смотрите, чтобы не было крошек, не было мусора. И знаете, чтобы вы все представляли, что ваш стол – это изобилие и достаток в вашем доме. И вот перед тем, как его положить на стол, яблочко, скажите: яблоко чудесное, привлекай в мой дом деньги и изобилие. Истинно да будет так. Желательно это яблочко поставить положить на белую салфетку. И на следующий день, уже 7 февраля, это яблочко вы можете съесть. Но когда вы будете его кушать, представляйте, что вы его кушаете с радостью, что вы себе представляете, что в вашей жизни все очень-очень кардинально меняется. Вот такой, друзья, у нас с вами день 6 февраля. Обязательно прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите «принимаю» и «благодарю». Друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, отправить донат, друзья, ссылка в описании, так и написано. Благодарность можно выразить по ссылке. Мы всех благодарим, кто нам отправляет донаты, кто нас поддерживает. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!